Доброго всем дня, мои уважаемые зрители! Итак, продолжим нашу прогулку по парку Леоварда. После полета на церковью отойдем чуть в сторону, чтобы увидеть развалины средневекового замка. По нашествию крестоносцев эти территории были зоной конфликтов между ливами и балтами. Но в 1205 году, во время своего крестового похода, эти земли были захвачены немецкими рыцарями. Генрих Латвийский очень подробно описал эти события в своей хронике. Замок был построен на месте деревянного замка Ливов, предположительно перед 1248 годом. В этот год он впервые упоминается как замок ромского капитула. Но чуть позже стал собственностью рижского архиепископа, правда впоследствии в XIV веке замок дважды отбирали орденские войска. Но были и другие возмутители спокойствия. Вернемся к хронике Генриха Латвийского, где он сообщает о постоянных разборках с литовцами, в результате которых в 1361 году крепость была ими захвачена и разграблена. А теперь поднимемся в небо, посмотрим на все с высоты птичьего полета и продолжим наш коротенький рассказ об этом месте. Начнем полет с места, где раньше стояла усадьба, о которой мы упоминали в нашем предыдущем репортаже. Во время Ливонской войны крепость меняла владельцев неоднократно. В 1562 году Леоварда вошло в состав Польши, и замок стал собственностью польского короля. А через 15 лет замок заняли войска русского царя Ивана Грозного. Прошел год, и замок заняли рижане, русские отбили его обратно. Впоследствии, чтобы у русских не было сильного укрепления вблизи Риги, рижане вновь занимают замок, и было решено замок разрушить. В итоге, на начало 17 века замок представлял собой развалины. В 1933 году 17 века шведы планировали восстановить и укрепить замок, но не успели. Началась шведско-русская война. Крепостные стены замка, к сожалению, не сохранились. До наших дней дошли только развалины жилого здания, примерно в 1,5 этажа. Первый этаж находится под толстым культурным слоем, то есть под землей. Бурные исторические события не щадили этот городок. Великая чума 1710 года унесла жизни около 70% населения. В Первую мировую войну в этих местах линия фронта проходила по Даугаву. В результате боевых действий город Леоварда был разрушен, и хотя впоследствии город восстановили, очень много исторических памятников архитектуры было утеряно навсегда. На краю Леовардского парка, на противоположном берегу реки Румбени, виднеется Божья гора. Это место старинного обитания людей, которое было заселено уже в первом тысячелетии до нашей эры. В советское время Леоварда был знаменит колхозом-миллионером Лачплесис. Чего здесь только не производили. Продукция колхоза поставлялась даже в другие республики СССР, а вкус местного пива до сих пор забыть не могу. После распада Советского Союза колхоз преобразован в паевое общество, которое в 1996 году признано неплатежеспособным и приватизировано по частям. А моя любимая пивоварня была продана скандинавам. Теперь пиво под названием Лачплесис делается совсем не здесь и совсем не по традиционному фирменному рецепту того времени. Но это уже другая история. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.